Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами хотим поделиться очень важными практиками, которые вы можете использовать в своей жизни. Одни из практик, с помощью которых вы можете узнать своих завистников, завистливых людей, злых людей, недоброжелательных людей, а также вы можете сказать определенные магические слова, с помощью которых те люди, которые пытались за вашей спиной сделать какие-то гадости, сплетничать, они будут обходить вас десятой дорогой, потому что то, что вы будете излучать изнутри, сделают большое дело. Давайте с вами разбираться и как правильно все практики проводить. Вы знаете, в наше время людей, которые имеют немного выше уровень жизни, чем люди в окружении, появляется много врагов, завистников, злых людей. И в данном случае дело уже не в том, какой вы человек, как относитесь к людям в своем окружении, стараетесь им помогать, поддерживать, а в том, что люди, которые ощущают негатив по отношению к вам, не хотят замечать ничего хорошего. Им важно только то, что вы живете так, как хотелось бы жить им, но они даже не задумываются о том, что для этого приходится прикладывать усилия и, возможно, порой очень непростые. Что возможно для того, чтобы иметь хорошую заработную плату, до этого данному человеку пришлось работать сверх нормы, пока у него получилось наработать авторитет, а также сделать так, чтобы руководство начало ему доверять и поощрять. Возможно, для того, чтобы иметь такую крепкую семью, которая есть у человека, которому завидуют, ему пришлось пройти через многие трудности, о которых никто не знает, да и даже не пытается узнать, ведь это снова-таки не имеет никакого значения. Для такой категории людей или же для того, чтобы приобрести жилье, в котором данный человек живет, ему пришлось работать на нескольких работах, во многом себе отказывать, так как он поставил цель и, невзирая ни на что, следовал ей. Завистливые люди, злые люди излучают очень сильный негатив, который меняет стиль их жизни. Они сами не замечают, как начинают терять все то прекрасное, что было в их жизни. Лишают себя возможности что-то новое получить, так как тратят все свои энергии не во благо себя, а для того, чтобы причинить вред кому-то и отобрать у данного человека то, что считают для себя интересным и нужным. Завистливый человек становится злым, у него полностью меняется характер, и он не хочет замечать более ничего хорошего, что для него пытаются делать окружающие люди, так как преследуют только одну цель, чтобы и другие жили вот такой вот неполноценной жизнью, как живет он сам. Такие люди, к сожалению, еще очень ленивы. Они считают, что ничего не делая, могут получать от жизни все по первому зову, ведь им кто-то чем-то обязан, а они, соответственно, никогда, ни при каких обстоятельствах никому не обязаны ничем. Такие люди, как энергетические вампиры, только они не отбирают энергии определенного человека, а излучением своего сильного негатива перегревают важные жизненные потоки в жизнь того, на кого они озлобились. Такие люди опасны, от них стоит держаться подальше, а также осознать, что изменить такого человека в лучшую сторону просто невозможно, ведь он сам не желает меняться, его полностью устраивает такая жизнь. Ему нравится грубить людям, упрекать, стараться обвинить в чем-то. Например, в том, что человек занял должность, которая могла стать его. Купил дом, который хотел купить и он именно. Но, вы знаете, правда заключается в том, что если бы должность не занял кто-то другой, он бы даже не думал в этом направлении. Если бы этот дом не купили, он бы и не желал получить дом. Но ему нравится показывать, что в его жизни все плохо, потому что ему перешли дорогу, а не потому, что в этом его вина. И он не приложил даже небольших усилий, чтобы что-то новое привлечь в свою жизнь. Но, к сожалению, именно эта категория людей умеет скрывать свои истинные чувства в те моменты, когда считают это выгодным для себя. Поэтому порой распознать такого человека, особенно на начальном этапе, оказывается практически невозможно. Мало того, он всегда оказывается рядом в те моменты, когда в жизни того, кому он завидует, кому относится нечистосердечно, начинают происходить различного рода проблемы и неприятности. А значит, и знает, где у данного человека образовывается слабое место и, конечно же, не упустит возможность этим воспользоваться в своих интересах. Часто такие люди, когда в семье начинают происходить скандалы,
Рассказывают, как нужно проучить вторую половинку, что не нужно прощать, но сами живут одинокой жизнью, знают, как нужно ответить начальнику и что не нужно позволять садиться себе на шею, но сами никогда не ответят и будут выполнять даже самую низовую работу или ту, которую им будут навязывать другие сотрудники. И они, приходя в ваш дом, будут указывать на то, что у вас не настолько хороша мебель, можно было бы и лучше постараться, что квартира небольшая, можно было купить и больше метраж, что шторы не такого цвета, и это уже не модно, но сами могут в это время жить как на съемной квартире, так и в малогабаритной квартире без ремонта и порой даже без штор, которые они считают немодными. Такие люди всячески стараются преуменьшить ваши достижения, ведь только так они могут ощущать свое превосходство. А чем вам возле них будут неудобнее, и чем больше будут ранить вас их слова, тем лучше будут они себя чувствовать. Настроение будет улучшаться, а негатив излучаться еще в большем количестве, и остановить таких людей будет просто-навсего невозможно. Они счастливы, когда кто-то несчастлив. Запомните это. Если они ощущают, что на эмоциональном и энергетическом уровне не могут выбить вас из равновесия, что вы слишком счастливы для того, чтобы обращать внимание на те или иные колкости, которые они вам говорят, они обязательно прибегнут к помощи подкладов и негативных посылов, которые могут разрушить ваше энергетическое поле. Таким образом, нарушат особую энергетику вашего жилья, и вы все-таки, как им было и нужно, примите вот тот разрушительный негатив, который они будут вам отправлять. Часто мы ошибаемся и думаем, что наша подруга или же наша родственница или хорошая знакомая так ведет себя только потому, что она несчастна, что если бы у нее была бы более хорошая и успешная жизнь, она была бы другой. Но это не так. Если в вашем окружении есть такие люди, держитесь от них подальше. Не тешьте себя иллюзиями и не пытайтесь оправдать таких людей, ведь каждый человек без исключения делает только то, что хочет, и, конечно же, притягивает к себе в большей степени только те энергии, которые считает нужными для себя. Бывает такое, что нам трудно это осознать, на это требуется время, а злой завистливый человек незамедлительно начинает оказывать на вас свое влияние. В такой период мы можем потерять работу, могут начаться конфликты на работе. И это может вырасти до таких масштабов, когда с нее придется просто уйти. С мужем возникают недопонимания, теряется тесная связь, возникают сильные ссоры, конфликты, постоянно выясняются отношения, и с каждым днем такая ситуация все больше и больше усугубляется, что приводит к тому, что вместо любви вторую половинку даже видеть не хочется. Дети начинают плохо учиться, или же в их семье также возникают конфликты, преследует череда неприятностей, происходят денежные потери. Начинается депрессия, апатия, а ночные кошмары становятся реальностью. Страхи наполняют душу. Хочется от всего укрыться, и чтобы никто не трогал, порой забираясь под одеяло. Человек ощущает такую тяжесть негатива, что может плакать часами. Если его спросить, что происходит, он не может объяснить. Ко всему в это время, возможно, еще в доме можно найти какой-то неприятный предмет, такой как ржавый гвоздь, игла с черной ниткой, песок, земля, камень, старый нож, скрученные волосы, шерсть и так далее. Если у вас начался такой жизненный этап, или вы что-то такое нашли, так и знайте, что возле вас появился недоброжелатель, и он, к сожалению, очень близок к вам. Подумайте о том, кто это может быть, и сразу же возьмитесь провести такие обряды. Один вам укажет на данного человека, а другой поможет ликвидировать тот негатив, который он на вас направил, а также убрать его посылы зависти, возможно, порчи. И, конечно же, третий ритуал вновь притянет к вам сильные энергии, которые сделают вашу жизнь еще лучше, чем она была до вмешательства данного человека. Вы обязательно ощутите спокойствие, радость и будете излучать счастье и все такое же положительное притягивать вновь в свою жизнь. В день, когда будете проводить первый ритуал, купите бутылочку подсолнечного масла. Но рассчитайте деньги так, чтобы расплатиться без сдачи. Перед тем, как ложиться спать,
Налейте в стакан или в небольшую баночку немножечко масла, после чего возьмите монету белого цвета, нарисуйте на ней цифру 6 и разместите стакан возле спального места, и при этом проговаривайте такие слова: «Монета, монета, мне завистника яви, на него укажи». Проснитесь утром, киньте в стакан или в баночку щепоточку соли и установите возле входной двери, при этом проговаривайте такие слова: «В течение 3 дней завистник за деньгами приди, мне свое обличие истинное покажи». В течение этого времени к вам домой, на работе, еще где-то подойдет кто-то из ваших близких людей и попросит одолжить сумму денег, с которой будет звучать цифра 6. Вы, конечно же, деньги не давайте, но сразу, вернувшись домой, вынесите содержимое из стакана на улицу и вылейте, проговорив такие слова: «Завистника в лицо, теперь его я знаю, но видеть возле себя больше не желаю». Следующим этапом вам обязательно нужно провести очистительный ритуал. Для этого вам понадобится 3 щепотки соли, их можно разместить на картонке или же на блюдце. В каждую щепотку капните по капле растительного масла, а затем поместите сверху по тоненькой восковой свече. Подожгите их и при этом проговорите такие слова: «Негатив тот, что дом мой наполнен, я с помощью огня к этой соли призываю, а с помощью масла его там оставляю». Когда свечи догорят, огарки нужно будет выбросить вне дома, а соль смыть в канализацию. Затем набрать ведро воды, кинуть туда щепоточку соли и промыть все полы в доме, проговаривая такие слова: «Все зло, что…» Называйте имя того, кто вам вредит. «В мой дом поселила, собираю и обратно возвращаю», чтобы негатив на себе ощутила и больше такого не творила. Когда закончите, воду сразу вылейте в канализацию, а тряпку, которой мыли пол, нужно вынести на улицу, дать ей просохнуть, а затем обязательно сжечь. Когда будет гореть, проговаривайте посыл: «Лети, наш дом от себя освободи, а того, кто тебя отправил, с собой награди». Проследите, чтобы тряпка сгорела полностью, после чего уходите сразу и не оборачивайтесь, даже если такое желание будет возникать. Такое может быть на энергетическом уровне, ведь негатив очень сильный, будет пытаться к вам вернуться. Как только вы это проделаете, сразу ощутите облегчение. Будет такое впечатление, что вы скинули тяжелый груз со своих плеч, а вернувшись домой, вы ощутите, что в нем приятнее станет находиться. Пропадет чувство дискомфорта и страха. А вот у вашего недоброжелателя в этот день начнут происходить неприятные сюрпризы, которые выбьют его из привычного образа жизни. На него начнут сыпаться проблемы, он ощутит свое влияние при умноженном виде на самом себе, из-за чего ко всему еще и расстроится, так как сразу поймет, откуда это к нему пришло и что больше влияния на вас не имеет. И с каждым следующим днем все будет только, к сожалению, усугубляться. Последний ритуал, который вам нужно проделывать на следующий день, когда каналы, которые открыты, уже активизируются и начнут работать. Итак, возьмите подсолнечное масло, на каждой из ладоней нарисуйте круг. После чего возьмите белую свечу, намажьте маслом ей ножку и окуните ее в соль. Далее подожгите и над каждой ладонью первым делом сделайте круг, проговаривая такие слова: «Энергетическое поле мое огонь освобождает, масло светлой энергии в движение запускает и меня ними окружает». Как только вы это сделаете, вы почувствуете тепло, которое передвигается по вашим рукам. Это положительная энергия начнет поступать и восстанавливать поврежденное биополе. После чего с данной свечой сделайте по дому 3 круга и при этом скажите такие слова: «Никакой негатив даже след свой в доме не оставляет, так как полностью из него улетает». Когда закончите, свечу установите на кухне, на подоконнике, далее приоткройте окно и пусть она полностью догорит, после чего огарок нужно будет выбросить. А вы в этот момент возьмите 3 лавровых листа, хорошо окурите свой дом и при этом скажите такие слова: «Отношения между членами семьи теплеют, любовь возвращается, приумножается, то, что потерялось, находится, энергии сильные в дом привлекаются, с каждым днем приумножаются, счастье излучаем, благополучие привлекаем, защиту от завистников и врагов получаем». Когда закончите, лавровый лист затушите и на 3 дня разместите его под ковриком у входной двери. После того, как время пройдет, вынесите на улицу и выбросите. Очень скоро в вашем доме все наладится, он вновь станет комфортным
комфортным и уютным, а все ссоры и скандалы уйдут. В жизни всех членов семьи наступит благоприятный и радостный период. Энергетическое поле у вас всех восстановится и станет крепким. А энергетика жилья приумножится только светлыми энергиями и будет благоприятно влиять на живущих в доме. Бутылку масла, которую вы использовали для ритуала, спрячьте в отдельное место. Используйте ее не для еды, а для своих магических нужд. Но бывает так, друзья, что вы ни с того ни с сего можете оказаться в такой ситуации, что завистливые и негативные люди будут рядом с вами. В таком случае в этот момент прошепчите определенные слова, которые мы скажем вам. Они очень легкие, это буквально 3 фразы. И вы знаете, вот эти завистливые люди со своим злом просто будут избегать вас, потому что ту энергию, которую вы будете отправлять им, она просто их будет сжигать. А они будут на подсознательном уровне чувствовать, что вы отправляете именно вот такую вот энергию. Итак, друзья, когда только вы увидели, что в вашем окружении или рядом с вами злые, завистливые, недоброжелательные люди, скажите: огонь во мне, огонь вокруг меня, в кругу огня я. И в этот момент представляете, что вас именно это все окружает. И вы увидите, как те люди, которые пытаются нести вам зло, обязательно перестанут это делать. Друзья, вот такой важной и ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться в этом видео. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что люди находятся вот именно с такими недоброжелательными людьми. Но прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья!